Добрый день, с вами ведьма Графина, мой канал магии и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, в том числе и магия наказания, откуп от дурной судьбы, от смерти, от болезни, переклады и другие ритуалы для исправления судьбы, программирования судьбы в самых сложных случаях, от откупа от дурной судьбы, от смерти, от болезни. Сегодня у меня гадание по знакам зодиака на неделю. Неделя с 30 мая по 5 июня. Помним, что каждый день мы просыпаемся, потому что нас будет солнце. Мы подчинены его ритму, и мы можем этого не замечать, но однако и засыпаем, потому что оно садится за горизонт. Также мы испытываем влияние высших сил, астрологических аспектов, и мы сегодня смотрим в зависимости от знаков зодиака первая половина, как влияют высшие силы. Мы помним, что как влияют, но у нас еще есть воля и есть магия, которая может усиливать позитивное влияние и создавать позитивное влияние вообще из нуля, так сказать, и минимизировать негативное. Итак, есть рыба, овен, телец, близнец, рак и лев. Неделя 30 мая, 5 июня. С чем ходит рыба? На каких энергиях? Верховный жрец. У рыбы исключительно хорошая карта для познания, для знакомства с людьми, которые дают это знание, для знакомства с иерофантов, прохождения через ритуал, какие-то совершенно вот такой вот поток сознания и знания. Удачное время, как будто вы прошли через какой-то поток знания и вышли на другой уровень. Либо вам помог какой-то верховный жрец. Очень интересно, прям у рыб что-то такое. Белая карта по работе говорит о том, что происходит то, о чем вы мечтали, может быть, о чем, может, вы когда-то это планировали, может быть, вы перезагружали ваш бизнес, и это пройдет удачно. Особенно удачно для тех, кто решил сменить направление деятельности, обновить бизнес, как-то создать что-то новое на новом уровне. Исключительно хорошая карта. Ну, также для тех, кто прибегает к созидательной магии. Ваше окружение, социальный король мечей, это скорее вмешательство каких-то жестких обстоятельств, новых каких-то правил. Король мечей сам по себе прямой, он несет лишь структуру какую-то, какие-то правила, проверки, то есть ничего негативного, но он заставит вас собраться и очень действовать очень четко по плану. Также это может быть обращение к какому-то хирургу, юристу, журналисту с целью провести какое-то важное разграничение, да, важное какое-то в том числе юридическое какое-то событие, которое вас же и защищает. Сколько он стоит прямой. Очень хорошая карта по здоровью. Хроника, которую вы, возможно, вы знаете об этой хронике, но либо вы предаетесь тому, что вы забросили ее. Она даст о себе знать, она никуда не делась. Будьте внимательны. Ну, тут еще интересные вот эти карты. Возможно, что вот эта перезагрузка какая-то, она потребует от вас энергии. Так что лучше не планировать какие-то жесткие соревнования, поездки, да, где-то в люле полежать. Интересная любовная карта, смотрите как. Для одиноких рыб встреча, какое-то вот любовное, может быть, свидание, любовь, дружба, любовь, говорильня. Очень такое приятное совместное времяпровождение. Для сближения, для начинающихся отношениях, новый любовный такой эмоциональный подъем в продолжающихся, в семейных отношениях. И луна перевернутая,
кстати, тоже старший аркан, но он позитивный, перевернут, как раз она перевернут, означает прояснение того, что вас угнетало, может быть, смутные предчувствия. Вы, наконец, выйдете из этого потока, вот этого мутного. Кстати, тут явно благодаря вашим каким-то обновлению сознания, может быть, вот какой-то помощник вам в этом помогает. Вы выйдете, облегчение наступит. Единственное, что физическая хворь старая какая-то даст о себе знать. Интересный расклад у рыб. По овнам. Ну, то есть сам овен легкий, спонтанный, немного не собранный. Вестник жезлов, это весь такой вот очень легкий, на легком таком вот бодром состоянии духа. Веселиться, весь энергетичный, но не последовательный, да, немножко нас незрелый. По работе семерка мечей, за вашей спиной что-то тайное происходит, надо разобраться, уделить этому внимание, поскольку люди в глаза вам что-то не говорят, возможно, что это критика или какие-то интриги. Также, если это собеседование, то вам в глаза не говорят многого, что-то скрывают, одним словом, будьте внимательны. По окружению умеренность, воздержание, ну что, рассудочные решения. Также столкнетесь с людьми, которым надо действовать очень умеренно, осторожно, соблюдать все правила и не спешите тратиться. То есть воздержитесь от каких-либо опрометчивых шагов. Ну, вот так вот, потому что действовать очень рассудочно надо. Состояние здоровья хорошее. Королева Пентаклей говорит о том, что вы вкладывали в ваше здоровье, и вы почувствуете это в любом состоянии. Даже если у вас какая-то перед этим была операция, выздоровление от какой-то сложной болезни, состояние стабилизируется благодаря вложениям, оправдываются вложения. Ну и может быть помощь женщины, которая вас постоянно наблюдает. Так, личная жизнь, скука, какое-то может быть охлаждение в существующих отношениях. Но помним, что это неделя, в перспективе неделя, может быть какие-то перерождения, отход, каждый в себя ушел. Это если у вас есть отношения. Также, если вы одинокий овен, скорее вы можете почувствовать, что как бы прошлое над вами не властно, вас это все такое освободилось место для чего-то нового. Пока не происходит. Конец недели, туз кубков перевернутый. Что-то вам мешает наслаждаться жизнью. Возможно, что это просто усталость, пониженный какой-то интерес. Есть, бывает такое, это может, какие планеты там, что это влияет. Ну вот есть, может быть, упадок какой-то сил, отсутствие, может быть, какой-то радости. Ну, так бывает. Спад, подъем, спад, подъем. В целом такая, я бы даже сказала, стабильная неделя. В переходном каком-то смысле, в переходном каком-то периоде. Так, наш телец. Телец неумеренность тут выпадает, первая карта, то есть вас кидает, как говорится, из холодного в горячее. Вы можете наломать дров, причем вот тянет на какие-то крайние поступки. По состоянию на работе, ну так вот сказать, для тех, кто хотел уволиться сам, освободитесь от этого бремени. Для тех, у кого свой бизнес, возможно, избавитесь от каких-то ненужных, сложных работ, клиентов, заказов. В целом это облегчение, можно сказать. Но иногда, когда вам приходится рвать связи, это, можете чего-то и лишиться. Собственно говоря, по
Тех, кто ищет работу, пока ничего не могу сказать. Скорее всего, что вам придется отказаться от какой-то сложного висяка, короче. Не захотите вы там. Так, семейное, ваше социальное. Люди, которые постоянно вас требуют поддержки, озабоченные деньгами, и вы понимаете, что на них нельзя полагаться, поскольку, ну, такие хитрые, корыстные, такие вот ваше окружение. По состоянию здоровья интересная карта. Перезагрузка. Причем эта перезагрузка может осуществиться благодаря какому-то случайному шагу, может быть рискованному шагу, однако он окажется позитивным. То есть, возможно, какие-то опыты над здоровьем, ну, типа там проголодать, какое-то траволечение, может быть, какой-то, не знаю, место силы куда-то пошел, какие-то нестандартные методы, которые, однако, принесут стабильный результат. Вот так. Интересно, интересно. Прям всем перезагрузка сознания какая-то идет. По вашей личной жизни откладывается какая-то дорога или путешествие. Также по этой карте можете отказаться куда-то поехать, что-то вас останавливает, мешает. Если вы одинокий телец, у вас много разных направлений, но все эти люди, как бы, они параллельны для вас. Вот они, как бы, может быть, это и на расстоянии. Но вы не можете понять, с кем из них вам по пути. То есть выбираетесь. Выбираете разные направления, не спешите. Собственно говоря, что-то вас останавливает. О, интересно, девки пляшут. Крупные деньги, удачные какие-то, ну прям деньги с неба, поскольку это итоговая карта недели. Ну что, откуда тут деньги? Прям вот подарок какой-то, прям шут. Находка на улице, да, ношу чемодан денег. Вам падает, ну это может быть еще переезд, конечно, планируем, покупка, если вы планировали, если не планировали, крупная сумма денег. Даже не знаю, может быть подарок от какого-то поклонника, вот, в личной жизни, потому что туз ниоткуда. Может быть при разрыве, облегчении, да, каком-то, вам наступит облегчение по работе, может быть вам все-таки заплатят эту сумму какую-то очень крупную, и это вы расстанетесь на это, может быть, вот так. Крупная сумма денег, это всегда хорошо. Так, наши близнецы. Светит ровное теплое солнце. Близнец, в общем-то, в своем обычном таком состоянии. Тихо, спокойно, не склонный к депрессиям у нас близнец, а поговорить, веселый, болтливый, окружен такими же теплыми людьми, как он сам. По работе, паж мечей, много каких-то недоделок, ваше внимание ускользает, возможно, что вас будут критиковать. Очень хорошая карта, если вы устраиваетесь на работу, идете на собеседование, причем эти критика совершенно не имеет то есть незначительно, не по делу совершенно, по пажу мечей. Ну так, в общем, мелкие хлопотания, мелкая достача. Ну, будет вас раздражать. Ну, не хочется, если можно сказать, что это сам близнец в таком каком-то состоянии детском, да, что что-то сам упускает, невнимательный. Близнецов это и есть, да, пока там со всеми переболтал, что-то упустил. Социум, уклонение от каких-либо противостояний. Не хотите общаться, что-то от вас хотят доказывать, вы избегаете этого, этой суеты. Что-то вот надо, но вы не хотите им объяснять, да, их место, да, спрятались. По состоянию здоровья хорошее состояние, выздоровление. Если вы переболели чем-то или у вас операция, особенно все, что касается пищеварения и сердечно-сосудистой системы.
собственно говоря. Благоприятное также для психоэмоционального состояния. Такое вот теплое, спокойное, радостное. О, личная жизнь, верховный жрец. В личной жизни какой-то важная встреча, важный ритуал. Возможно, знакомство с верховным жрецом. То есть это знакомство и с мужчиной, кстати, и для женщин, и для мужчин это подойдет. Это также предложение брака, серьезных отношений, партнер, духовный лидер, может быть, такое знакомство, какой-то необычный, очень интересный мужчина. Ну, роспись, предложение замуж, 5 кубков, возврат к чему-то старому. Ну, это может появиться какой-то из прошлого. 5 кубков, не особо радостный возврат, как мы видим, да, где вы уже 3 кубка уже валяется, 2 кубка еще можно выпить. И сама карта такая скорбная, да, там. Вот, так что, кажется, жизнь, слезы и любовь. Что очень много любовной карты, очень много указывает на какие-то семейные вот такие вот отношения. Подмешиваются еще какие-то бывшие прям. Так, наши раки. Так, раки у нас любимым делом занялись, прячутся от препятствий, избегают активности и вообще ушли в свою какую-то там скорлупку, залезли в свою нору и говорят, что извиняйте, сильно много навалилось, я пошел думать. А чего думать? Кстати, вам по работе светят звезды, какие-то большие перспективы, аж космический дух захватывает, особенно для астрологов, для космонавтов, всех, кто связан с небом или со звездами, ну, как какими-то необычными звездными, может быть, клиентами, заказами. Может, это вас пугает, но вот так. Интересные, большие перспективы. Особенно для творческих людей, раков. Так, 7 кубков. Ну, так. Приятное такое общество, кстати, идет прямо в ногу со звездами этими. Какие-то сказки, иллюзии, может быть. С другой стороны, это такое вот общество, в котором очень интересно, в котором вы пребываете в таком каком-то планировании позитивном, что ли. Вот люди, которые дают вам подъем, так воодушевляют. Хотя это же для серьезных вещей надо тут проверка. Если у вас какие-то запланированы сделки, надо их проверять. Потому что тут слишком хорошо, да, так вот все больше на эмоциях. Эмоции, да, по делу. Так, по состоянию здоровья, 5 мечей перевернут. Ну, тут немножко страх, может быть, психическое такое состояние. Вам кажется, что с вами что-то происходит. На самом деле это преувеличение каких-то симптомов, может быть, что-то болеть на нервной почве, там невралгия, но оно не составляет какой-то серьезной опасности для вашего здоровья. Что такое? Какие-то страхи. Вот рак очень любит побояться. Так, 4 жезлов. Состояние в отношениях, отдых, покой, возможность в семейной жизни, поездка за город какая-то. Может быть, приключение для одиноких, любовное приключение на отдыхе, вот такое тихое, спокойно. Вот тут все, тут 6 кубков. Ну, это для очень хорошая такая карта, близкие, друзья, семья. Вы друг друга поддерживаете, возможно, какой-то праздник, день рождения, чья-то какая-то вот приятная компания. Также это может быть свидание, судя по вот такое. Причем такое свидание очень счастливое, тихое, спокойное состояние любви, радости. У нас, кстати, может перейти вот это вот из социального, из какого-то друг, знакомый, и приходит раку, вот особенно одиноким. Позитивная карта. Приходит ваш покой, радость, тишину. Такую вот любовная любовь у раков.
И звезды прям, и... Так, наши львы. Королева мечей. Так, что-то у вас тут жесткая дама, жесткая какая-то подвижка, связана с новой информацией, может быть, критикой, какими-то ограничениями, не знаю, штрафами, проверками. Сейчас посмотрим, куда это выводит. На работе неопределенность. Не знаете, как вам поступить. Ну, вот, скорее всего, что бездействие какое-то. Собеседование как-то ни к чему не приводят. Вас заставляют ждать. Ну, вот так вот. То есть есть некая запутанность, неопределенность. Социум. Так, десятка мечей. Вот она. Ага. Опасность прямо. Опасность от вас. Ну, кто-то, это может быть люди, соседи, какие-то друзья, одноклассники, те, кто не относится напрямую к вашей, к вашему близкому кругу. Однако десятка мечей говорит о том, что опасность, то есть всякого рода сделки, нотариусы, какие-то дела в социуме несут в себе потенциальную опасность. Причем по королеве мечей это скорее, ну, такая вот какая-то, возможен судебный спор по королеве мечей, какая-то негативная информация, причем такая вот аккуратно, в общем, со всеми, на дорогах, там всякие ГАИ, визы, потому что она может быть связана с правовой деятельностью или юридические какие-то казусы, вот, они очень опасны для вас. Так, по состоянию здоровья, тройка кубков, ну, тут спад настроения, ничего такого, что-то не то съел, перевернутая тройка кубков не означает какого-то серьезного прям расстройства, но обратите внимание на ваше, на то, чем вы питаетесь, пищеварение, какой-то перепил, переел, не то съел, не тогда съел. О, вот оно что. Так, в личной жизни дьявол, перевернутый дьявол. Вот это соблазн. Что-то вот вас хочется вам совершить какую-то глупость, хочется вам совершить какую-то опасную, что ли, какую-то опасную дорогу, связь. Так, что-то на вас находит, если у вас есть отношения. Так, это лев наш, да? Лёшка, грустная головушка. Что-то вот у львов какой-то в личной жизни какая-то вот прям ошибка. То есть вот вы можете вступить в какую-то, как говорится, в связь такую вот. Туз кубков перевернутый. Что такое? Одним словом, берегитесь личной жизни. Вас могут как-то обаять не тот человек, позвать за собой. И вы можете на это купиться. И потом, ну, как бы жалеть. Вот что-то такое у нас. Раки, львы. С вами была ведьма Графина. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.